Привет, привет. Настроение супер. Посмотрела сейчас обратная сторона Земли. Жесть там. Я кидала или не кидала ссылку, не помню. Но я вроде в чат кидала в Телеграме. Привет. Привет, привет, Иван Иванов. Тебя пока не видно в чате, но я вижу на Ютубе твое сообщение. Чё, как у вас дела, как настроение? Ой, малыш. Посмотрела сегодня еще аниме корейское. Называется «Жидкая красота» или что-то как-то так. Там, короче, девушка, она делала эти... Привет, привет, Матвей. Делала операции, короче. Ну, не операции, а использовала жидкую косметику, чтобы стать красивой. Такой какой-то трешачок немножко. В конце там вообще жесть какая-то разворачивается. Посмотрела еще «Обратная сторона Земли». Кстати, советую посмотреть. Это от создателей Рика Морти. Рика и Морти. Рика Морти. Если смотрели Рика и Морти, то посмотрите «Обратная сторона Земли». Прикольный мульт. Так, сегодня мы будем играть с вами в Final Fantasy 15. Я уже эту игру проходила, но хочу с вами еще поделиться этой игрой. Поэтому я знаю, чем там все закончится. Но я просто еще хочу побегать, там, посмотреть, полазить. Эта финалка большая. Ну, да, если проходить там за сколько... Я не помню даже, за сколько я ее прошла. Вот честно не помню, за сколько прошла я ее. Но достаточно долго, натянуто я ее проходила. Ну, я проходила ее сама, без записи. Вот. Но я буду периодически другие игры тоже играть. Дела у меня хорошо. Сегодня выходной, немного подремал. Это хорошо. Как спалось у вас? У всех? Кошмары там всякие не снились, ничего такого. Привет, привет. Аниме. Ой, я много всяких разных смотрела. Так, ну что, пойдем пока что. В принципе, народ собрался. Можно отправляться, сразу играть. Так. Уф, сейчас. Надо озвучку, кстати, сделать, русскую поставить. А то у меня там стояла. Японская озвучка. Просто не хочу читать диалоги. Хочу, чтобы все сами слышали. Потому что меня многие на фоне смотрят. Поэтому... Под футболкой татуировка, да. Гоняла существ, которых боялась в детстве, дралась и творила дичь. Это во сне? Это твой сон такой? Ура! Все, отправляемся. Я еще помню, когда я на Трово записывала вот эту игру, у меня там она почему-то так лагала, тормозила очень страшно. Я надеюсь, сейчас нормально все будет. Что это за символ? Ну, я потом как-нибудь расскажу. Я уже рассказывала
в каких-то своих видео, стримах, на стриме. Сны всегда хорошие, но это хорошо, что у тебя сны хорошие. Потому что если плохие, то там это, значит, что-то не так. А я не помню, что мне приснилось. Какой-то вечно какой-то сумбур, каша какая-то. Ну вот, этот мультик-то «Обратная сторона Земли». Там самая вот классная история, там, когда эти инопланетяне людей уменьшали и засовывали себе там в этот, короче, в коробку такую огромную. И они там, вот люди, которые туда попадали, они потом со временем свою цивилизацию, короче, там сделали. Вот я вот за этой историей прям так пристально смотрю сейчас. Даже за самими этими главными пришельцами, главными героями я так увлеченно не смотрю, как за этими людьми, которые построили целую цивилизацию там вот в этой маленькой коробочке. Они их вот до такого размера уменьшили, короче, и к себе туда засунули. Они как как куколки там. Ну, прикольно. У меня тоже всегда хорошие. И чем фиговее в жизни, тем лучше и благостнее, благостные сны. Ничего себе. А, кстати, я вам могу показать, как выглядит игра. Ну, главное меню, когда ты игру еще не прошел. Так, сейчас. Так, пока закрою. Тут. Короче, она выглядит вот так. Видно, да, разницу? Такая И музыка там совершенно другая тоже. Блин, жалко, конечно, вы этого не увидите, не услышите. Ну ладно, ничего страшного. У меня, в принципе, что не сон, то бред. Драки, существа разные, огромные города футуристичные, катастрофы. Ну вот у меня тоже что-то такое, типа, сумбур. Так. Новая игра? Да, настройки надо сначала звук. Нет, не звук, а сложность. Так, это что такое? Я надеюсь, сейчас не будет с геймпада, потому что это будет, конечно, бред. Да, я видела, что в Resident 4 меняется главное меню. Ну, прикольно. Так, где тут звук менять? Ой, звук. Речь звуковой нет, это не то. А, вот язык, господи, вот речь русский. Ну-ка. Сейчас, прикиньте, все сотрется нахрен. А, нет. Ну-ка, все стерлось? Нет, все осталось. Так, ну все, начинаем новую игру. Все, поехали. Так, выберите сложность. На легком уровне играть проще, и вам помогут в опасности. В новую игру переносится часть данных из предыдущего прохождения. А, прикольно. Но нет, обычная. Обучение в интерактивной форме, ознакомиться с сюжетом. Нет, я, в принципе, все помню, поэтому обучение мне не нужно. Просто я надеюсь, сейчас будет с клавомыши. А, не, блин, с геймпада, как вчера. Как вчера. По мере хода глав показывают локации, на которых ты сейчас. В смутные времена одно лишь пророчество поддерживает надежду в сердцах людей. Тьма, окутавшая весь мир,
знаменует появление короля света. 4 храбрых и готовых к битве воинов начинают свой путь. Они даже представить не могут, что их ожидает впереди. Что их ожидает впереди? Привет, привет, Винелион. Как дела, как настроение? А мы вот только начали. Новая игра загружается. Поставила русскую озвучку, поэтому будет легче воспринимать речь, о чем говорят главные герои. Потому что я, когда японскую поставила, я играла, и я не успевала читать перевод. История избранного короля, спасителя звезды. Ну, послушаем русскую озвучку. Ноктис люцим келум. Люцис. О, нет. О, да, у меня клава-мышь. Слава богу. По громкости как, нормально или погромче сделать потом? Вот это вообще жесть. Держись, дружище! Пригнись! Мы вот плечом! Ног, сюда! Скорей, пока он опять не ударил! Я иду. Сейчас ударит! Я уже и забыла, что это было в начале. Перед падением. Назначенный час пробил. Благословляю тебя, сын. Пора. Ваше Величество, спасибо. Пусть боги будут милостивы. Да. Принцы всегда такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Нет, это официальная озвучка. Чего? Я столько хотел бы сказать тебе. Ты возлагаешь тяжкое бремя на тех, кто рядом. Да ладно, уж кто бы говорил. Я не прошу вас направлять моего сына. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, Ваше Величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Друзья, там Кор уже запустил мотор. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Общаясь с невестой, не забывай о манерах. И вы, Ваше Величество, общаясь с нашими дорогими гостями из Нифельхейма. Об этом не волнуйся. Ты тоже отец. Сынок, обратной дороги уже не будет. Думаешь, не поеду? Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как ты, но я готов. Как никогда. Береги себя, сын. Помни, где бы ты ни оказался, ты наследник королей Люциса. Выше голову, сын мой. Эх. Многие не переводят вообще ни якудза, ни персону. Может, сами эти разработчики не хотят, чтобы переводили.
Глава 1. Отъезд. Принц Ноктис Люциус Кэллум покинул родное королевство вместе с 3 своими друзьями. Он направляется в Альтисию, столицу Аккорда, где ему предстоит закрепить союз между 2 государствами, женитьбой на леди Лунафрее из имперской провинции Тенебры. Короче, жениться мы сейчас поедем. Свататься. Чтобы объединить, да? Закрепить союз между 2 государствами. Эх. Так прикольно к этому снова возвращаться. Обожаю эту игру. И жду еще 16-ю часть. Она должна будет выйти в июне, кажется, этого года. Вот. Не знаю, о чем там будет. Кстати, каждая часть Final Fantasy — это новая история. В первой части там была про другую историю, во второй. Я, кстати, когда маленькая была, я вот видела мультик «Последняя фантазия», она называлась. Ну, перевод Final Fantasy. Вот. И это было, наверное, в 2006... Ну, короче, в каких-то там бородатых годах. Я еще совсем маленькая была. И я увидела по телевизору вот этих мультяшных мальчиков каких-то. И я такая: вау, какое прикольное аниме. И все. Я даже не думала, что это была игра. На основе игры, типа, сделали мульт 3D-шный такой. Ну, вот как вот сейчас вот была заставка, кат-сцена вот эта. Вот мультик был наподобие чего-то такого. Встал сегодня в 7, блин, сейчас уже в сон клонит. Не представляю, как я завтра в 5 буду вставать. Оу. Я надеюсь, ты не это... Ну, ты бы сейчас спать бы лучше, наверное, пошел бы, а не смотрел бы стрим. Тоже помню тут мульт, великолепная на тот момент графика. Это была 7-я часть, и я такой: а где предыдущая 6? Наивный. Да, там еще есть другая какая-то это, но она вообще такая парашная часть это. Там, короче, типа такие реальные люди какие-то, какой-то космос, то ли что. За городом люди добрее. На доброте незнакомцев далеко не уедешь. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Ох, я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Там же они еще сделали версию типа мобильную, Машина сама себя толкает. чтобы кооперативом играть, или как ММО-РПГ, короче, хотели сделать. Но обосрались. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Серьезно? Толкай. Так, ничего не лагает, все нормально? Давайте, мужики, толкайте. Найс эс. Быть не может. А ты что думал? В сказку попал, принц Ноктис? Сами виноваты. Да ладно, мелочи жизни. Надеюсь, это не дурной знак. Эта же песня играет в начале, Что? ой, в конце игры. Машину сам. Она еще и в начале играла, Да ты оказывается. не заметишь, если мы перестанем. Офигеть. Знаешь что, Промпт? Даже не думай. Лучше побереги дыхание. Игнис, меняемся. Да мы же только что менялись. Привет, Деркью. Мог, сейчас моя очередь. Ага, его. У меня руки отваливаются. Роллс-Ройс. Тебе их Ну, типа. Эй, крутыш, полегче. Дозвонился? У меня, наверное, за эту песню опять Подождите, авторские за меня права ключ, будут. что ли, как? Он же был совсем рядом. Уверяю тебя, с картой Что, всё долго там еще идти? По карте молот прямо здесь. Ага, буквально в 2 шагах. Это так на карте Stand мира by. кажется. О-о-о. Какая классная машина. Как-то ее звали, я забыла. Как-то они ее зовут. О, наконец-то. Этот мир такой большой. и полный чудес. Моим ногам от этого не легче. Вы вообще ее толкаете? Изо всех сил.
Добро пожаловать в последнюю фантазию, 15-я часть. Демоны — кровожадные существа, которые выходят по ночам и охотятся на зазевавшихся жертв. Эти свирепые отродья тьмы боятся только солнечных лучей, священные света небес. Деркью я знаю. У нее есть крыша? Да, есть. Она прикольная такая. У нее все есть у этой машины. Классная машина. Эх, старушка. Только не спойлери ребятам, пожалуйста, там Деркью. Не пиши. Привет! Долго вы ехали? Я не знаю, на Ну и каких. кто из вас Наверное, на приедет? средних, скорее всего. Ага. Поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Жених леди Лунафрея у нас в молоте. Извини за ожидание. Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... Я Синди, специалист по ремонту авто. И внучка Сида. Давайте ее сюда уже. Ну, мне как-то и не Это особо не это не модифицированная интересно. классика, а не Высокие, ржавые невысокие, какая разница. Неужели твой папаша тебе не сказал? Чё? Кишды, кишнцу, выфацты. Блин, Ноктис. Да. Весь папашу, только благородство куда-то вытряхнули. Что? Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разинутым ртом ты далеко не уйдешь. Так, надо тут, короче, задание выполнять вот в этом мире. Вот здесь. Придется поработать. А то я помню, я так Заведите ее внутрь и валите. слишком быстро убежала, не прошла эти побочные задания всякие. Люди, блин, с 90-м Ладно, уровнем давайте за заканчивают игру, работу. а у меня был 55-й Вот только. сюда. Нет, не купленная. А теперь будем сидеть и ждать. Никогда не любил ждать. Да и не умел, в общем-то. Ой. Ура! Привет, Ноктис! Вот снова я. Я вернулась. Ты скучал по мне. Она весит 165 гигабайт. Опа. Эй, принц! Что? Вы, небось, впервые так далеко выбрались, а? Ну так погуляйте, осмотритесь. А это, чтобы вы не потерялись. Загляните к местному информатору, чтобы получить сведения об округе. Можно провести это время с пользой. Так, что у нас там? Ой, опять маленькая карта. Так, ладно. Ух ты! У них тут есть Эбони! Их не с ума сойдет! Стоп! А что такое Гил? Так. А что я делала, когда я начинала игру? Я уже не помню. Здравствуйте! Ну, вы можете зарабатывать гил, выполняя охотничьи задания или продавая безделушки, найденные по пути. А что у нас есть? У нас вроде ничего такого нету пока. Тут, кстати, еда очень аппетитно выглядит. Прям вообще... муа. Это с текстурами высокого разрешения или еще нет? А фиг знает. Я не смотрела этот. Смотрите. Нокт, можно тебя на минутку? Мы потратили на ремонт Что? Что? все, что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без Посоветуйте машины. Синди. Как будто Ой. этого было мало. Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Ага. Да, надо к нему заглянуть. Хорошо, сейчас.
Ну вот, на средних все. Я не буду ничего менять, потому что у меня начнет все лагать по-любому. Монстр Хантере тоже офигенная Но! еда. Ты видишь? А что? 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 Что происходит? Не понимаю. Нулевое трение. Надежное средство для устранения ржавчины. У них тут есть все. Ну ладно. А зачем мне это? Что это? Моторное масло Junon Super. Прокачайте свой двигатель. Типа я это для машины могу купить, что ли? Я даже не знала. Идеальные кастрюли и сковородки для турпохода. Не нашли, что хотели? Спросите наших сотрудников. Посмотрим, что тут продают. У нас уже есть все, что нужно. Монстры-мутанты, берегитесь двоерогов. С животными происходит что-то странное. Ты такой усердный. Так. Задание, да, нам надо? Ну, давайте. Кстати. Ой, как там было, блин? На Т. О, я могу фоткать. Дару. Так, не, погоди-ка. А фотографии как посмотреть было? Навыки... Ой. Нет. Ой. Ой. Вот фотографии. Разработаны специально для заядлых фотографов. Фотографий пока нет, что ли? Ладно. Здрасте. Она еще не готова. Вы что-то хотели? Попросить скидку, попросить взаймы. Здрасте, она еще не готова, что так. Спросить у друзей. У нас деньги кончились. Как бы нам подзаработать? Я поняла. Так вот, что имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. Он сказал, что хочет, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Если возьметесь, я вам с радостью заплачу. Ну, что скажете? Yes. Старик с тебя глаз не спускает, Нокт. Покажи ему, на что ты способен. Используйте очки способностей, чтобы усилить Ноктиса и его друзей. Новые способности в астральной сфере можно получить в меню приема. Потратив очки способностей, вы сможете активировать узлы астральной сферы и получить новые полезные способности. Вы зарабатываете ОС, когда получаете новые уровни, выполняете задания, тактические операции или производите впечатление на друзей при общении с ними. Я этого вообще не помню, как я играла. Так, а сколько у меня? У меня 10 только пока ОС. Так, есть шаг по воздуху. Проведя воздушную атаку мечом или древковым оружием, вы можете сделать шаг по воздуху. Расходует ману с помощью АВСД, но только один раз. Не знаю, нафиг мне это надо. Яростная комбинация. При выполнении серии ударов урон увеличивается, если никто из врагов не попадает по вам. Давно проходила? Да, давно. В прошлом году закончила. Я начала где-то летом и закончила зимой, что ли. Не помню уже. Эффективное уклонение уменьшает затраты маны при автоуклонении. Может, вот эту прокачать? Короче, ладно. Только не бродите там, когда стемнеет. Демоны вас сразу разорвут. Вот, этого должно хватить на ночлег. Только это между нами. Не говорите дедуле. Все, пойдемте бить морды.
Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас 10 утра. Пора. Гладио, идем. Слышу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас, наверное, будет лагать, когда я буду драться. Похоже, первая дичь найдена. Готов, Нокт? Когда враг замечает ваше присутствие, на экране появляется индикатор угрозы. Некоторые враги начинают атаку быстрее других. Это столько всякого оружия. Используй его. Ау. Нокдаун! Долой! Правда с тобой! Просто супер! Правда не остановить! Что тут скажешь? Отлично. Та-та-та-та-та-та-та-та. Какие все-таки живописные горы. Да, круто, да? Найс. Ну, это еще маленькие монстры, демоны. Там будет еще больше. Вы просто охренеете от размеров. Так что это пока маленькая. Они опомниться не успеют! Вперед! Ой, Знаешь поговорку? Лучшее нападение — это ну, хорошее. стазис закончился. Не выматывайся. Сиди в укрытии и отдохни. Ага, хорошо. Простите! Прошу прощения. Робко, действуй! Ну-ка. Как дела? Кажется, мы можем победить! Это переходит все границы. Я приятно удивлен. Что тут скажешь? Ладно, мы быстро справимся. Мастерство Д. Почему? Двигаемся дальше. Я же мастер. Так куда мы в итоге собирались? Тут Никуда, еще... пока машину не сделают. А потом поедем на причал Галтона. Потом поплывем. И опомниться не успеем. Как мальчик станет мужем. Сначала Мужем. дождемся машины, а потом будем кричать горько. Понял? Мужем. Тут еще хорошо, их 4. Прикольно так. Весело. В 7 части ты один ходишь. Ну там есть тоже люди, но ты бегаешь один все равно. Или там, если Тифа Почти присоединяется. Поднажмите. Да, я знаю. Это, короче, обучалка. Атакуй телепортом, чтобы застать их врасплох. Это было несложно. Главное — взаимовыручка. Они не знают, за кого нарвались. Ты не говори. Гладио, нужно уважать. Мы отлично сработались. Ха! Задание выполнено. Мастерство Б. Кто бы это мог быть? А, еще прикольно, у них тут телефоны. Алло? Привет, это Синди. Как идет охота? Мы уже закончили. Вот и прекрасно, потому что у меня для вас есть новая работа. Но теперь ищем человека. Один парень, Дэйв, ушел на охоту и пропал со связи. Похоже, он забурился в старую хижину неподалеку. Старая хижина. Хамна, Всё хамна, 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 проверим. хамна. Хамна, хамна. Тут такое Ну, пекло. что сказала Синди? Что надо найти какого-то Дэйва. Он что, пропал? Нет, он вроде как засел в хижине. О, тут такое пекло, а они все в черном ходят, еще и в этих кожаных всяких.
Еще прикольно, у них подошвы красные такие, как лабутены какие-то. Что это? Замечен двоерог-мутант, прозвище Кроворог. Отличительные черты: красные клыки, крайняя агрессивность. Бонус за истребление саблеклыков в этом районе. Воу. А, новый демон, монстр. Уже порядок. Смотри, не сглазь! Не забывай, они тоже нас боятся. Легче любого. Ау, больно. Я ничего не понимаю, не вижу. Отлично, Гладио! Эй, а что там с хижиной? А, точно. О, какая-то еда. Да блин. Лейденский перец. Кия. Не отставайте, парни. А где Игнис? А, вот он, господи. Тут же эти. У меня есть план. Чё, какой план? Сюда, типа, надо телепортнуться мне? Это что за зверь? Игнис разрабатывает тактику, дающую преимущество в бою. Следуйте его указаниям, чтобы заработать ОС. Синие метки указывают точки, куда вы можете мгновенно телепортироваться. Он называется саблеклык. Такие клыки нужны ему для того, чтобы извлекать грызунов из их ног. Там, пока он там болтает. Ноктис быстро восстанавливает здоровье и ману. На высоком месте выполните отсюда атакующие телепорты к находящемуся вдалеке врагу, чтобы увеличить наносимый урон. Это немного жестоко. Да, с таким не подружишься. Ну что, достанете меня? Что происходит? Блестяще. Они выполняют эти пафосные штучки. Даже не успеваешь понять, что происходит. Ау, я же защитился. О. Тихо. Где ты этому научился, Нок? Блин, у меня мастерство вообще какое-то низкое. Эй, кто там? О, А здорово. вот и он, герой дня. Я так понимаю, ты Дэйв? Мы тебя искали. Я и не думал, что из-за меня будет такой переполох. Я просто потянул лодыжку и застрял здесь. С этими зверями что-то странное. Я им нападал как следует, но добить не успел. Один все еще бродит где-то здесь. Вы не очень-то похожи на охотников, но разберетесь с ним за меня. Что скажете? Выполнить просьбу бесплатно. Или за деньги. А может, у друзей спросить? Я вот... Похоже, дело серьезное. Мы с тобой. Веди нас. Игнис за А вы меня не из отвечает. робких? Давайте расскажу, где я его в последний раз видел. Волшебный совок. Нокт. Людям угрожает опасность. Твой королевский долг — защитить их. Игнис получил опыт. Ну ладно. Истребитель мутантов. Найдите монстра.
Ага. Блин, я надеюсь... Что такое? Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Впереди вас ждет опасный враг. Подготовьтесь к бою, отдохнув в ближайшем убежище. Игнис там сможет приготовить еду, которая усилит характеристики всего отряда. Да, пожалуй. Хорошо. Тогда давайте поищем место для лагеря. Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Погоди, они вроде королевских гвардейцев? Да, хоть они и не солдаты, а гражданские. Зато боевого опыта у них явно побольше, чем у нас. Даже как-то неловко, что на нас форма королевской гвардии. Да ладно тебе, ее же специально для нас сшили. А еще на ней такой замечательный знак. В королевской гвардии по форме видно, кто ты есть. Носи ее с гордостью. Всякие сокровища еще должны быть. Во. Я вижу огонь. А чё, где он? Вот он. Короче, эти штуки будут помогать в драке. Там, короче, огонь, лед и молния. Вот. Ух ты, там эти носороги. Ну ладно, все. Так еще же... в принципе, уже 3 часа. Мы на месте. Тренировочный бой, подождать до утра, подождать до наступления ночи. Остановимся на ночь. Хорошо, я ставлю палатку. Сейчас будут фотки. Сначала покушаться, а потом будут фотки. Нет. Палатку делают. Что опять без этих. Как будто эти голоса пропадают у них во время всего этого. Немыми какими-то становятся. Я думала, знаете, что сделать? На свой день рождения в этот поиграть. Resident 4. Как думаете? Игнис использует разнообразные ингредиенты для приготовления пищи в лагере. Собирайте новые рецепты, чтобы расширить список того, что может приготовить Игнис. Ой, Игнис у нас повар местный. Так, гренка, онигири, тост с глазуньей, овощной рагу, хрустящая пицца с сыром. Неважно во что, главное с тобой. Спасибо. Смотрю, кто сидит в чате. Так. Ароматный пикантный тофу. Но у нас нету этих ингредиентов. Но посмотрите, как он выглядит. Мугл-мусс с соусом купаберий. Кикатрихский салат. Фирменная шаурма механика. Пиршество по-армейски. Косуле наемницы. Трапеза богов. Ух ты. Сытное жаркое. Самое главное, что ты рядом. Нет, самое главное, это то, что вы рядом. Так, что попробуем? Ну, мне вот это сытное больше нравится.
Вы только посмотрите, как это выглядит. Они ж так прям запарились над текстурой еды. Капец просто. Все. Ух ты, ничего себе, Игнис теперь нас догоняет. Нормально. Ух ты. Промто запечатлевает некоторые моменты путешествия с помощью фотоаппарата. Посмотрите сделанные им снимки и сохраните наиболее понравившиеся кадры. Давайте посмотрим фотки. Лицо такое смешное. Ух ты. Это вообще что? Это что? Отлично. Ну так. Неплохой кадр получился. Ничего же, Да, я знаю. ничего Да же, ладно. ничего же не видно. А что, только одну можно оставить? Серьезно? Не, мне никакая не нравится. Мне вот первая только нравится. А, можно несколько сохранять. А, да? Но мне вот эти не нравятся, что за тупость. Ну, вот это прикольно. Ну и все. Остальные что-то какой-то вообще нелепый кадр. Ну, вот это я не буду сохранять. Блин, закончился любимый чай. О, что за чай был? Это сразу руки на стол. Когда вы находитесь вне подземелья или не участвуете в боях, воспользуйтесь меню паузы, чтобы сохранить игру. Так, ладно, понятно. Да. Как отец родной. С тех пор, как они вернулись, Разберемся. заботился только Сид. Обычный механик с ней бы и не справился. Я бы сказал, что он справился на отлично. Как любой даме, ей просто нужна забота. А будешь ее обижать, Сид тебе такое устроит. Если о машине заботиться, она не подведет. Машина, да. Все, пойдем. Утро уже. Каркаде. Прикольно. А я обычный чай пью, без всяких этих добавок. Ну чё, пойдем сейчас бить морду монстру. Я надеюсь, это будет не огромный монстр. Блин, если это будет большой. Так, ну-ка. Все. О, королевский костюм. Ну, здоровье упало. Костюм Half-Life, смотрите. Прикол. Так. Блин, здоровье падает аж на это 100 с чем-то там. Капец просто. Зато повышается атака и сила, и еще что-то. Тут тоже здоровье падает. Это я не чихала, а кашлянула же.
Спасибо, но я не чихала. Пофиг. Интересно, сможем ли мы еще когда-нибудь сесть в нашу прекрасную машину? Сможем, конечно. Здесь почти весь день было приятно. А спать еще приятнее. Чё это? Ни разу, кстати, не пользовалась этими мечами. Только вот этим ножом. Ой, мечом. Я, кстати, не все же клинки нашла. Где они тут? А, их еще нету пока что, потом появится. Короче, вот где слово онлайн, там есть будут мечи, короче, королевские. Их там 13, что ли, штук, не помню уже. И я не все собрала, помню. Не все нашла мечи. Поэтому надо найти. Блин, он огромный, что ли? Вы смотрите. Ой, что-то мне страшно. А что, зачем мне открывать карту? Вон там. Это ведь он? Это что, двоерог? Да, но не обычный двоерог. Нам лучше побыстрее с ним разделаться. Хотя это маленький еще. Есть еще больше. Стелс. Стелс. Секунду. Что, испугался? А ты что, нет? Злющая зверюга. Думаешь? Ну, а по-моему, он мирный. Ага. Осторожно! А! Уху! Так его! Покажи ему! Неплохо. Еще не все! Готовы ко второму раунду? Он второго уровня. Ваши друзья могут использовать специальные приемы. А, ну мы это уже использовали. Гладиолус, давай. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. По жопе. Ой, не успела нажать. Блин, почесалась это. Давай еще раз, дубль 2. Сейчас нажму. Давай, по жопе. Хоба, на. Так, промту давай. Я ничего не буду делать, вы делаете сами. Хоба. Пиу. Блин, бедный этот. Кто он там? Как обстановка? Готов! Потрясающе. Неплохо. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Какой ты довольный. День-день. Алло? Привет, звонил Дэйв. Он в порядке. Спасибо, что нашли его. Ага. Молодцы, ребята. Кстати, ваша старушка выглядит как новая. Да, пока вы А, здесь. Регалия зовут Если нашу вы машину. хотите довести ее до ума перед отъездом, дайте знать. Точно, папа сказал. Чё? Конечно. Пожалуй, да. Она будет ждать вас в гараже. Я понял. Так, заберите регалию. Все, идем. Ну, кто теперь сядет за руль? Пусть Игнис его из рук не упускает. Ага. И пусть 4 глаза следит за топливом. Бы ни одним глазом не уследил. 4 Думаю, глаза. у меня тоже не получится. Пустите меня за руль. Отлично. А то впереди мне ноги девать некуда. 4 глаза. Опа, что там такое? Чё это, чё это, чё это, чё это?
А, Да, цвет изумительный. короче, вот такие вот на пути надо собирать еду, там всякие ресурсы. Ух ты, это что? Сокровища еще бывают иногда всякие. Осколок черного камня. Их можно продавать. И на деньги что-то покупать. Покупать. Машины ездят всякие. И что, нам пешком идти до туда, что ли? Человек не может идти вечно. Столичная жизнь нас к этому не готовила. Представь, что ты идешь к машине. А можно как-то переместиться? Нет? Телепортнуться. Ой. Жалко, тут нельзя машины воровать. Они просто стоят и сидят и ждут, когда я уйду. Первая часть Final Fantasy вышла в 90-м, что ли, году, кажется. Я, помните, да, рассказывала? К вечеру как раз и выясним. Рассказывала, что этот чел, который создал Final Fantasy, почему... Невежливо заставлять девушку ждать. Придется извиня... А, что это? Чё? Воу, это что? Живой ураган! Полуптица, полуураган, полувоздушный корабль. У него 3 половины, что ли? Это объясняет размеры. Это что такое? Потрясающе во всех смыслах. Какой огромный. Я думала, мы сейчас с ним драться будем. Охренеть. Вот это самолет пролетел. Че, он сейчас исчезнет? А, все. Так вот, да? И он, наверное, там пропадает потом. Иногда вот так, кстати, этот зависает на несколько секунд. Ну вот, и чел, который создал эту игру, он думал, ну все, типа, это последняя игра, поэтому она будет называться «Последняя фантазия». Ничего не получается у меня, все игры катятся к какашке. И выпустил, короче, вот первую игру Final Fantasy. Она была на основе, похоже, с игрой этот драконы и что-то там, короче. Как это называлось, не помню. Вот. Все части финалки — это произведение искусства. И вот, да, и он выпустил первую часть. Ага. Если бы он тогда думал, что последняя фантазия не окажется последней, и что выйдет в скором времени еще и 16-я часть, если бы он знал, он бы, наверное, это... Поэтому такие истории вдохновляют никогда не сдаваться, не отчаиваться и идти до конца. Даже если уже ничего не получается, но все равно что-то сделать. В 1987 году, да. И всем прочим. Да, даже от тебя иногда бывает толк. И там было все пикселявое. Ну, там тоже были 4 героя, тоже вот так бегали по карте там. Да блин! Опять слогаю. Кстати, смотрите, у меня кружка вот. Я про нее совсем забыла. Вот такая вот попочка. Еще вот. Так вот, когда пьешь, ты смотришь на котика, и потом он тебе в глаза вот так врезается. Регалия! Малышка, старушка наша. Извините за задержку. Какая она Красавица, красивая. правда?
Жалко на ней ездить по этим дорогам. А давайте сфотографируемся с ней вместе. Малыш даже на кружке. Я забыла про эту чашку. А, у меня вот эта фотка была в этом Еще один повод ездить поосторожнее. в финале Да, и пока игры. не забыла. Не могли бы вы кое-что отвезти для меня? Ну да, конечно. Конечно, можем. Супер! Я так и думала, что вы согласитесь. И уже положила это в багажник. По дороге в Галден должен быть мотель. Если вы передадите это его владельцу, будет замечательно. Внучка вся в деда. Ну что, машина наконец снова готова к путешествию. Хочешь сейчас сам ею порулить, Нокт? Ну давай. Все равно там управлять-то чё, Конечно, господи. почему бы и нет? Одну кнопку Тише нажимать. едешь, дальше будешь. Ты сам знаешь. Ну давай. Сам. Может, мне очки дадут. Я тут чекал отзывы по оптимизации данной игры. Автоматический режим. Выберите пункт назначения Игнис. А, нет, ручной. Какой прогноз? Ясное небо, потеплее. Во, кстати. Отлично. Кто-то про крышу спрашивал. Вот вам крыша. Она убралась только что. Писец, там чел на таком компе ее тестил. Откуда у людей столько денег и все равно фризит? Оптимизация для ПК слабая все же. Ну, у меня пока нормально. У меня тем более еще на среднем. Все нормально. Только один раз вот бывает вот так застывает все, а так все в целом норм. Ой. Но это не микрофризы же. У меня в целом-то игра нормальная. Если бы она у меня постоянно фризила бы, я ее не прошла бы. Чел, я по графике вообще с ума не схожу. Мне пофиг. Мне главное, чтобы все нормально было. Чтобы для вас еще тоже ничего там не лагало. У меня нет такого этого графа дрочерства. Дрочерства. Конечно, чтобы главная игра работала. Так, я надеюсь, правильно поеду. Ладно, поехали. Так, и у меня нету. Я имею топовый ПК, не играю. Я имею топовый ПК, не играю на графику. Ну, молодец, что я скажу. Само собой. Это же гараж королевского двора. Я буду скучать по нему после всей этой поездки. Тебе никто не мешает приезжать к ним в гости, когда захочешь. Синди с удовольствием займется твоей машиной. А, точно. Ах, вот в чем дело. Если нужно, можешь брать регалии. Ура! Спасибо за предложение, но когда мы вернемся в Инсомния, я постараюсь заиметь собственную машину. Да зачем мне что-то увеличивать, что-то это, париться, сидеть? Меня все устраивает. Я не знаю, это тебя что-то там. Блин, если не нравится, не смотри. Чего опять началось? Дайте мне спокойно поиграть, пожалуйста. Вчера, блин, про сложность игры говорили мне. Сейчас про графику. Мне может Тетрис просто сидеть всегда стримить, чтобы ни у кого никогда никаких придирок не было.
Возможно, лучше доверить руль мне, пока мы не изучим местность. Выберите пункт назначения, и Игнис отвезет туда всю компанию по кратчайшему маршруту. Но это только по ночам, если. Игнис отказывается вести машину, когда вокруг рыскают демоны. По ночам за руль садится Ноктис. А, да? А я думала, Игнис нас отправляет. Не, по ночам я не хочу, потому что ночью вообще опасно. Там демоны вылезают 50 уровня из-под земли. Да ну нафиг. Так, это мы можем Чокобо взять. Вы что, специально сюда ехали, чтобы привезти мне посылку? Сердечно благодарю. Я сам ее достану, вы просто посидите. Шабака. Умбра. Умбра. Собака-почтальон. Умбра. Молодец. У этого пса отличное чутье. Да Умбра. уж, комар носа не подточит. Как только ты нас находишь. Секундочку. Такие милые маленькие. Красивый. Мы сплели короны из точно таких же цветов. Ага. Семицветы. Я это помню. Знаешь, В кедах сидит. у меня есть к тебе просьба. Когда будешь уезжать, возьми, пожалуйста, с собой этот блокнот. Ага. А потом, давай ты положишь в этот блокнот что-нибудь и отошлешь его обратно. 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 Настало время мне покинуть Тенебру. Наконец-то я тебя увижу. Сколько лет прошло? Только что выехали из королевского города. Ясно. Блин, а что было бы, если бы я просто сказала ясно? Она бы такая: о, нет! Все. Удачи тебе. Ноктис такой Я дурак. знаю, ты наверняка мне не ответишь. Не спрашивай. Что это было? Ну и пожалуйста. Ноктис такой Ну дурак. что ж, дело сделано. Можем ехать в Галдин. Ты что стоишь? Пёса! О, привет. Енот. Одну О, секунду. задание? Я Побочное нашел в задание? посылке конверт, адресованный Мильдачио. О, знакомый голос озвучки. Штаб-квартира охотников. Так точно. Главный охотник должен быть где-то здесь. Сделайте еще одну доставку. Что скажешь, Нак? В принципе, тут Побочные недалеко. задания, отдельные приключения, не влияющие на ход основного повествования. Посмотреть пункт назначения и цели побочного задания можно в меню задания. Так. Ой, я вижу сокровище. Так, как там пометить, интересно? Ну, ладно. Ням-ням-ням. Что он сказал? А куда мне это? Что-то на карте ни на это не указано. Так, ну сюда пока нельзя, все закрыто. А, нам типа сюда надо поехать. А побочное задание... Ой. Так, ладно. Я не знаю, как тут помечать на карте. Все готовы? А, так можно. Ага, точно. Все, сейчас поедем.
Все, можно расслабиться ненадолго. И это еще короткий путь. Там бывает вообще километрами ездим. Ездить можно. Ну тут прикольно еще так анимации, взаимодействие героев друг с другом. Музыку из Бумера надо. Блин, а я сейчас не успею, наверное, включить. Ну еще авторские права, наверное, еще это вот. Ну сейчас. Только когда ты плачешь ты по течению или плывешь? Ой. Плачешь. О, Господи. Все, приехали. Ой, а я не показала, да, вам? Ой. Лол. Игры не видно. Ну ладно, все. Покатались. Но можно сделать вот так сейчас, я еще раз. В принципе, у нас еще время есть. Так, сейчас поедем обратно. Сейчас. Ну, покататься можно, в принципе, ладно. Ой, блядь, как неудобно. Нет. Да. Все. Включаю. Видно теперь? Да, видно, должно быть. Ой, нет, нет, нет. 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 Ладно, все. Все, тихо. Так громко, блин, капец. Остановились. Ну ладно, все, поехали на этот. Куда там? Ой, какой купить? Нет, нам надо в этот. Вот сюда нам надо. Все, поехали. Все готовы. Ага, Сейчас точно. смотри, как повернется. Ладно, еще раз включу. Прикол, если этот на Твиче этот звук уберется. Прикол, если будет этот на Твиче этот звук уберется. Надо размяться. Эх, будет не очень, конечно. Так, да, вот сокровище. Тут лежит сокровище. А, вот. Гранатовый браслет. Ну чё, подеремся?
Блин, уже 4 часа. Надо это... 5-й! А мы какой уровень? Ой, упс, ладно, пойдемте. Мы только 3-й. Правда, я имел в виду песню Кипелова «Я свободен», но это в фане тоже. Я свободен, но можно включить сейчас. На задание поедем. Так, а у нас... Давайте так, короче, на каждую поездку будем песни заказывать. Какие хотите. Так. У нас пока еще карта маленькая, поэтому тут видите, какое огромное пространство. У нас какое-то было побочное задание, но где оно? Так, может быть... А, вот задание. А, вот, ушел, не вернулся. О, давайте сюда сначала. Так, все, сейчас поедем под песню. Я свободен, словно птица в небесах. Угу. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Так, сейчас я найду эту песню сначала. Ремиксованные будем искать. Потому что за оригинальные там могут этот по башке дать. Кипелов, я свободен. 6,5 миллиона просмотров. Опа. Ой, все. Так, где чел? А, вот он. Побочное задание. Смотрите, кто приехал. Я у вас, ребята, в долгу. Отдать конверт Дэйву? Нет? Еще в кафе. Что-то мне не везет. А у нас нашли еще один. Нашли еще один... Что? Жетон. Мы, охотники, всегда держим их при себе для опознания. На случай, если забудешь, кто ты есть? Скорее, чтобы другие не забыли, кем мы были. Жизнь охотника полна опасностей, так что иногда от человека остается только жетон. Доставить жетон семье павшего товарища — наш долг. В общем-то, за этим я сюда и пришел. Если вам удастся найти в окрестностях охотничьи жетоны, передайте их мне, ладно? Да, конечно. Говорят, тут поблизости уже лежит один жетон. Спросите местного информатора, он расскажет подробнее. Соберите информацию о местности. Так. Ага, это тут Тяжелый рядом. у них жетон.
И на душе от них тяжело. Их надо вернуть семьям погибших. Да, так будет правильно. Начнем с самых свежих сведений. Сейчас сниму. Какое клевое освещение. Я недавно видел тех штурмовика. Фу, жуткое зрелище. Император Едалаш Альберкапт завершил свой визит в королевский город в преддверии подписания мирного договора. Дата подписания пока не объявлена, но Это птица? Люблю птиц. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Добро пожаловать. Бобру пожаловать. Принять ваш заказ? Расспросить. Расскажу, что знаю. Пункт назначения задания отмечен на карте. Ух ты. Найдите жетон. Осторожнее. Оп. Чё за охота? Привет. Что подать? Информаторы предложат вам охотничье задание, за которое вы получите деньги и другие награды. Уничтожьте указанные цели, отчитайтесь о выполнении и забирайте награду. Повышайте свой ранг охотника, выполняя охотничьи задания, зарабатывая звезды. За каждый новый ранг вы будете получать деньги и другие награды. Кроме того, вам откроется доступ к более сложной охоте. Как думаете, справитесь? Не, пока нет, потому что у нас уровень маленький. Спасибо за заказ. Сдохнем еще. Потом как-нибудь. Так, куда нам сейчас? А, ну уже поздно как бы. Нам спать надо. Ну вот, как раз сейчас поспим. О, здорово, чел. Получена способность аватара. Теперь вы можете изменить облик персонажа. О, блин, ну что это такое? Не хочу. Можно не надо? Блин. Ай, я не хочу. Я не хочу, нет. Да нафиг надо. Да блин, ну чё за херня? Да не хочу я. Мне нравятся ногти. Да. Пусть его зовут Аватар. Ну блин, что за бред? Погнали. Угу. Идем. Че он будет теперь всегда такое? Если Ноктис упадет в обморок или будет слишком взволнован, его облик вернется к исходному. Облик персонажа можно изменять в главном меню. Блять. Способность аватара также позволяет вам ощущать, когда ее использует кто-нибудь другой в любом из миров. Установлено... Ладно, все. Ну, это, короче, когда ты играешь онлайн, наверное, типа. Так, а если я пойду спать, то облик вернется в прежний этот. А где тут спад? Опа. Так ты думаешь заманить леди Лунафрею обратно в королевский город? Не торопи события. Я еще даже не женился. Да, до сих пор не верится, что ты свяжешь себя узами брака. А каково это, когда вот-вот станешь мужем? Да, неплохо. Неплохо? Да любой парень на свете бы отдал все, чтобы на ней жениться. Подумаешь. Ну, как скажешь. Вот Ноктис такой дурак. Какой-то чел из Человека-паука, какой его актер забыл. А чё у меня в этом в чате-то не появляется сообщение? Странно. А на Ютубе есть, кстати? Ну-ка я сейчас гляну быстренько. Блин.
А, нет, на Ютубе никого нет, оказывается. Блин, у меня тут не появляется в этом сообщении. Чё такое? Нет. Том Холланд. А? Блин, чё у меня не появляется этот? Блядь, у меня чат сломался, короче. На этом-то, на экране-то я вижу. Так, давайте поспим. Клиент. Угу. Остановимся на ночь. Мягкие постельки. Твои попки. Блин, теперь вместо Ноктиса аватар. Сраный. Игнис догоняет. Так, что у нас там? Нет, я эти не... О, Вот это да, какой красивый снимок. Да, я специально выбирал ракурс для регалии. а что такой фильтр говняный? Ну ладно. Фильтр надо Ого, убрать. вы просто воплощение дружбы. Это я сохраню. Да это же... Да это же... тоже. Что? Ничего, показалось. Что? Что? Чё он увидел там? Призрака, что ли? Я только сейчас обратил внимание на название твоего плейлиста по гейшину. А. Отлично. Где он увидел? Кого он увидел? А, смотрите, вон в лестнице. А хотя вам, наверное, не видно. А где Ноктис? Да и этот аватар, блин, этот вонючий. Испортил все. В лестнице там, в текстурах, короче, там собака. Так, ну все. Сохранила фотки. Ай, как мне убрать этот аватар вонючий, а? Че, у меня теперь все время этот аватар будет, что ли? Блин, ну что за херня? Меню онлайн исходный вроде так. А, да? А если я сейчас сохранюсь? Так, сюда, короче, сохранюсь. Ой. Да. Больше не буду никуда нажимать. На всякие эти. Я надеюсь, он исчезнет.
Или придется вообще выходить из игры заново. А, там же можно было в этом, в снаряжениях, наверное, да? Исправить. Блин, что-то я это поступила немножко. У меня этот не работает, чат. Сейчас я перезапущу Twitch. Так, ну надеюсь, заработает. А, я забыла эти сделать, смайлики малыша. Ладно, потом сделаю. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Что у меня опять этот не работает, Ботрикс. Да блядь, сука. Нет, он не убрался. А, его нет, Ботрикса, оказывается, в чате. Так, ладно. Ой, делаем так, снаряжение. А, во, все. Слава богу. Оказывается, всего лишь надо было зайти в это. Так. А. Тут еще удобно, тут прыгать он может. В 7 части там Клауд не умеет прыгать. Здесь очень мило. Ага. И очень тихо. А, рядом еда. Ну-ка. Так, погоди-ка сейчас. Во. Оно пришло оттуда.
Ой. Может, сюда? Да, цвет изумительный. Угу. Вот бы этого не хватало. Открой глаза, закрой рот. Вот это было бы. Дайте ее. Все равно С. Вперед. Точно. Еще где-то шумят. Ой. Один уже нашли, да? Спасибо. Я так понимаю, это капли в море. Ну-ну, не все так плохо. Но все равно, гибель каждого охотника тяжелым грузом ложится на мою душу. Вот что значит для меня каждый жетон. Это боль. Но если я опущу руки и перестану собирать жетоны, эти охотники будут забыты. А это больнее всего. Да, наверное, ты прав. Поэтому я и призываю своих охотников собирать все найденные жетоны, и вас тоже об этом прошу. Ух ты. Так, и чё? Вижу все путем. А, все что ли? Так, это у нас... А, у нас очень мало денежек. Так, больше здесь не будет, что ли, заданий? Ну ладно, все, тогда поехали к главному заданию. Так. Все готовы? 2 минуты. Ага, точно. Чё, какую песню хотите? Другие новости. Леди Лунафрея из Тенебры выступила с официальным заявлением Ух ты. относительно мирного договора. У меня нет слов для того, чтобы выразить радость, переполняющую мое сердце при мысли о грядущем мире, и мою гордость, поскольку в это историческое событие внесет вклад и моя помолвка. В эти радостные дни некоторые из вас высказывали опасения, что я не смогу выполнять обязанности Оракула. Уверяю вас, замужество не станет помехой моему предназначению. Как и раньше, я буду среди вас, в ваших городах и деревнях, и буду благословлять вас, как прежде. В ближайшее время леди Лунафрея покинет Тенебру для подготовки к предстоящей свадебной церемонии. Напоминаем, что на этот срок она слагает в себя обязанности Оракула, но вернется к ним впоследствии. Это что, прям в договоре? Конечно. Это простая формальность. Так называемый символ мира. Значит, это скорее брак по расчету? По-моему, леди Лунафрея рада подобному развитию событий. И кто этой идее нравится. А это в смысле да?
Чего? Не очень-то ему это нравится. Он вообще дурак. Она как бы вроде искренне за него замуж хочет, а ему вообще насрать. Ну, есть и есть. Ладно, никто не хочет песню заказывать, тогда будем слушать. Эй, я вижу море! Я тоже. Это причал Галдина. Так и тянет искупаться. А за ним что, гора? Нет, это остров. Но в Галдин люди не из-за острова приезжают, а для того, чтобы отрываться и ходить на массаж. И есть морепродукты. Они тут восхитительные. Хорошая мысль. Будет чем заняться. Мы на месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Угу. Охренеть ботинки. Так, это торговец. Есть! Что? Я придумал новый рецепт. Не дождусь это попробовать. No. Одинаковые люди. Как же здесь здорово! Добро пожаловать! Боюсь, вам не повезло. То есть? Вы хотите выйти в море? И что с того? Увы, далеко вы не уплывете. А ты еще кто такой? Я путник, которому надоело ждать у моря погоды. В этом перемирии нет никакого смысла. Что это такое? Какой-то сувенир? Эй, что это? Да подожди. Это пожертвование. Да? И кто это нам жертвует? Человек без имени. Да уж. Как думаете, тот тип правду сказал, что порт закрыт? Сомневаюсь, конечно, но не исключено. В общем, проще самим проверить. Может, к утру все наладится. Двоит? Не знаю, у меня все нормально. Значит, теперь никаких бифштексов? Космогония, гексатеон, титан, архей, непоколебимый как камень, раму, фульгурий, резкий как молния, шива, гласия, нежная как снег, левиафан, гидрея, неумолимая как прилив, богомут, драконий, непримиримый как сталь, ифрит, инферний, переменчивый как пламя. Они хранители Эоса с незапамятных времен, вместе они гексатеон. Это эти боги, да, или кто это там были? А почему вообще закрыли порт? Че сидишь? Че сидишь, сука? Так, что здесь у нас? Ого! Ни одного корабля! Что за дела?
Принц на побегушках. Так, и чё? Чё делать? Так, может, рыбу половить можно? Чё это? Ангелгард. Таинственный остров неподалеку от причала Гальдина, где, согласно преданиям, собирались боги. Раньше некоторые из верующих читали молитвы с причала, но никто не осмеливался доплыть до легендарного берега, чтобы вознести молитву лично. Считается, что это священная земля, на которую не должны ступать смертные. Даже членам королевской семьи вход на остров заказан. Ангелград окружает коралловые рифы, разрезающие океанское течение и угрожающие кораблям, которые подойдут слишком близко. Паромы и рыбацкие лодки, как правило, сторонятся острова, но ходят истории об отважных рыболовах, которые подплывали к нему в надежде на большой улов. В большинстве случаев такие безрассудные авантюристы назад уже не возвращаются. Здесь можно даже рыбачить, да. В архив внесена новая информация о регионе. В меню записи можно посмотреть, что вы узнали об Эусе. Но что-то он тут не хочет. Ой, это что такое? Ржавая деталь, понятно. Ну, здесь, походу, рыб нету, наверное. Поэтому он не хочет тут. Ой, что? Фоткай. Фоткай, фоткай, фоткай. Фоткай, 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 фоткай. Если просто на фотки смотреть, то кажется, как будто в реальности было. Ладно, все. Ой, это что было? Я видела, как ты там левитировал. Насколько мне известно, Империя строго-настрого запретила судам покидать доки Альтисии. Обидно опаздывать на собственную свадьбу. Да, принц Ноктис? Кстати, меня зовут Дина, очень приятно. Принц Люциса со свитой в своей шикарной машине. И вы надеялись остаться незамеченными, особенно для репортера? Вам повезло, репортер честный парень. Если хотите сохранить инкогнито, я вам помогу в обмен на услугу. Не поддаваться. Что тебе нужно? Я знал, что вы заинтересуетесь. Дайте взглянуть на карту. Я отметил нужное место на карте. Просто найдите мне несколько неограненных самосветов. Вот таких. Сделаете это, и будет вам корабль. Не сделаете, и окажетесь во всех газетах. Усекли? Да я и без тебя. Я и без тебя эту игру прошла. Урод. Хотя я там что-то выполняла. Опубликована работа победителя 4-го фотоконкурса. Тема Игнис. А он тебя раскусил, Нокт. Да мы не очень-то и скрывались. А даже если и скрывались бы, пресса все пронюхает. Обниматься с ним не обязательно, но и ссориться не стоит. Потрясающе! Что может быть лучше свежей морской рыбы? Я бы сейчас чего-нибудь выпил. Оп-оп. О, кися. Привет, киса. Как твои дела? Гуляешь тут? А почему ты одна? О, наверное, ты голодная. Я так и думал. Погоди. Я что-нибудь для тебя найду. Надо бы раздобыть кошачьей еды. Купим что-нибудь? Или наловить рыбы? И то верно.
Идем. Ноктис может ловить рыбу на причалах по всему Люциусу. Попробуйте поймать что-нибудь в рыбном месте на побережье Ванат. Вот. Теперь мы можем рыбачить наконец-то. Так, сейчас. Где? А, туда надо. Пойдем. Чё, сука, пиздюк мелкий. О, женщина поменялась. Ну, или платье сменила. Вот здесь, кстати, тоже был аватар. О, сфотографировать. Снимай отсюда. Так, снимаю. Сейчас сниму. Ах, какое клевое освещение. И Канджи. Ну, мы сегодня точно никуда не пойдем, потому что уже 3 часа. Никуда не поедем, уже поздно. Посмотри на это. А что? Ого, Нокт, тут можно рыбы наловить. Правда? Это... На рыбалку. Как ребенок в магазине игрушек. Сейчас будем рыбачить. Представление начинается. Так. Эй. Да я поняла уже. Угу. Клюет. Быстро используйте АВСД в указанном направлении, чтобы подсечь рыбу. Рыба пытается соскочить с крючка. Используйте АВСД в указанном направлении, чтобы потравить леску и ослабить ее натяжение. Хорошо. Тут еще и КТЕ. Нажмите Space, чтобы поводить рыбу и ослабить ее. Когда рыба будет уже обессилена, вы сможете ее вытащить. Следите, чтобы леска не порвалась. Когда индикатор натяжения лески начнет мигать красным, прекратите натягивать леску и слегка ослабьте ее. Ну, это еще мелкая рыбешка. Ага, идеальный кошачий корм. Молодец, Нокт. Маленькая такая. Но это еще маленькая. Цвет рыбы на миникарте укажет на ее тип. Съедобная рыба отмечается желтым цветом. Ценность предмета зависит от редкости рыбы. Развивая рыболовный навык Ноктиса и улучшая снасти, вы можете поймать поистине легендарную рыбу. Ух ты, ау. Ух ты, ау. Ладно. Там еще от этого зависит. От лески. Ой, от приманки. На какую приманку рыба
Ладно, а сюда? Опа. Давай, 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 давай. Ах ты. Да блин. Блин, надо было дергаться, наверное. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Давай, давай, давай. Есть. Ты молодчина. Ух ты. Какая рыбешка огромная. Чё вот это за синяя там рыбка такая? А-а-а! Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Тихо. Ай, блин. Не купилась. Вот тут кто-то светится. Да блин, слишком шевелюсь часто. Опа. Она маленькая вроде. Сияющий гипероглиф. Малыш. Чё с тобой? Рыбку увидел? Увидел, как кто-то дергается, да? Рыбка, да? Рыбка там. Эй, а чё я не могу закинуть? Что у меня мышка поломалась. Эй. А, все. Кто там плавает, малыш? Малыш смотрит, как я тут рыбу ловлю. Ой, нет, сейчас леска сломается. О, нет, 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 нет. Все. Получается все лучше.
Сейчас тут всю рыбу поймаем. Уже почти вытянул. Ну давай. Да подожди ты. Уже темно. Ваша леска износилась и стала менее прочной. Изношенная леска чаще рвется. Следите за числом в нижнем правом углу экрана и старайтесь менять леску до того, как она порвется. Может, нужна новая леска? Левиафан. Может, поймаешь что-нибудь типа босса, а? Они там еще стоят и ждут, да? Смотрите, рыба изменилась. Да ты в ударе! Класс. Сияющий гипероглиф. Так, ну все, хватит. Ой, пафос за пафосом. А у меня игра на переносном харде. Я на переносной хард установила к 100. Переносной хард на 1 терабайт. Да, весит жесть. 7-я вроде тоже много весила. Удивительное место. Много да? весит. Ветерок так освежает. Я и не знал, что мне так понравится на море. Похоже, оно тебя здорово впечатлило. Ой. Где кися? Кися. Она, наверное, не захочет эту сырую рыбу. По-любому. Вот, свеженькая. Что такое? Ты не любишь рыбу? А, ты не любишь сырую рыбу. Я же говорил. Ладно. Какая привередливая кошка. Ух ты, кися. Жопа. Добро пожаловать. Да мы уже были у вас. Почему вообще закрыли порт? Вроде задержка в Альтисе. Похоже, придется просидеть здесь еще. У вас в меню есть что-нибудь, О, что едят Господи. кошки? Это твой способ знакомиться? А? Нет, я действительно имел в виду кошку. Да я шучу. Кажется, я даже знаю эту кошку. Я что-нибудь соображу. Самоуверенная Но девушка. здесь в первую очередь обслуживают людей, а не Что, кошек. хочешь Мы познакомиться? последнюю рыбу только что заказали. Может, поймаешь еще одну? Так я и так уже мульон поймала. У меня доставка накрывается. Чудесно! Сейчас приготовлю. Ты, конечно, очень Как хорошо, что я несколько рыб но имей половила. в виду, кошки
Звери приставучие и при этом привередливые. Привередливый, значит. Кошки не станут есть, что попало. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. Держи. Куктуры, кошки. Может, к утру все наладится. Да, Вова, у меня доставка накрывается. Тут такой музыка такая пи-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. А когда выходишь за пределы типа этого городков, там музыка сразу такая страшная начинается. Страшная, и эти вылезают черти всякие. Вот, угощайся. Ни Какая хрена ты себе у нее там. О, похоже, ты ей нравишься. Пожалуй. И она тебе тоже. Она за ним пойдет в огонь и в воду. Драконья чешуя. Найс. От кошки мы получили драконью чешую. Так, чё, какие у нас еще задания есть побочные? Пока что никаких еще пока. Вот, кстати, ну-ка, туда схожу. Хочу прокачаться еще, чтобы был большой уровень. Пахнет вкусно. Теперь это мое новое любимое блюдо. Значит, теперь никаких... Угу, сидит. Вроде не сложно. Просто принесите камни. А, да, так, да. Без этих всяких, что ли? Ну ладно. Ну, у нас уровень такой маленький, капец просто. Я просто сейчас хочу показать. Как здорово, что не нужно никого убивать. Никого это кого? Монстров? Или людей? Но когда вот так ходишь, они вроде не вылезают. Просто помню, когда первый раз играла, я обосралась, когда на дорогу вышли мы, и нас там сразу убили. Потому что эти демоны 50 уровня были. Они такие здоровые, огромные, вылезли из дороги. Сейчас покажу. Выходим. Промпто. Быстрей. Секундочку! Да будет свет. Сид был прав, у тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли. Честно говоря, меня это даже радует. А где музыка страшная? Может сделать так вот. Да блин. Да. Спать. Я хочу спать. Мы Спать слишком хочешь? давно не высыпались. Это надо прекращать. А чё, где демоны? Короче, я сейчас сохранюсь здесь, чтобы, если чё, это... Где музыка страшная? Все время появлялась, а тут нету, блин.
Отличная краска выйдет. Ой. Ты как? Может, отдохнешь? Нормально. Так, перерыв. Перерыв. А вот чё, когда надо показать, никто не появляется, а? Почему, когда я вот первый раз играла, у меня, блин, сразу вышел демон? Прям вот сразу, как я вышла на дорогу, сразу прям вышел демон. А тут никого нет. Мы сейчас до задания добежим, пока это не везет. Нету, смотрите, и даже страшной музыки нет. Что за дела вообще? Может, должен скрипт, наверное, должен был сработать? Блин. Я даже к машине вернуться не могу. Может, к машине надо? Так, ладно. Сейчас. Ой, блин. Ой, какая тупость. Ладно, сейчас тогда пойдем к машине. Игнис нам скажет, что там демоны. Мы скажем, нет, все равно поехали. И, может быть, тогда выйдут демоны. Может, так должно сработать. Потому что я помню, я тогда вышла на дорогу, и там демоны сразу вылезли из-под земли. Они меня очень сильно напугали. А во! А, реально, походу, заглючила. Вот теперь музыка появилась, слышите, да? Страшная. Блин, что за бред? Что-то сегодня все глючит. Ну и чё? Вылезут демоны, не вылезут, интересно. Вот именно на дороге они вылезают. Тихонько слышно. Здесь очень мило. Ага. Да, цвет изумительный. Да блин. Ну чё, где они? Вылезайте, падлы. Не вылезают, а? Никто не вылезает. Получает награду не ругаться. А не ругаться как? Там как написано? Типа, я уже забыла. Матом? Как же тут красиво по ночам.
И все же с Альтисией этот городок не идет ни в... А вот он сейчас скажет. Ночью на дорогах опасно. Подождем до утра. Да, без мата. А, ну ладно, хорошо. Сколько там надо не ругаться? Минут. Сколько написано? Че, давайте сядем за руль. Дальше за руль сяду я. Так и быть. Об одном прошу. Пожалуйста, только поменьше. Стрим для всей семьи. 10 минут. Ну все, засекайте. Тут темновато. Все, Ты сейчас точно будет справишься? попочка. Я все прекрасно вижу. Можешь немного отдохнуть. Ой, я сохраниться не могу. Короче, вы сейчас увидите. Сид был прав, у тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли. Честно говоря, меня это даже радует. Че, вылезать будут? Нет? Прикиньте, никто не вылезает. Странно. Это что ж, мы доедем без происшествий, в безопасности. Так, а мы точно пришли куда надо? Судя по карте, да. Давайте оглядимся. Пройдемся для разнообразия. Никто не вылезает. Ой, вот я про что говорила, блядь. Ой. Вы только посмотрите на этот размер. Жесть просто. 30 уровень. Охренеть просто. Вы посмотрите только на вот эту. Это жесть. Да, его не убить. Только бежать. Только бежать. Пацаны, я ливаю. Пацаны, я ливаю. Ну нафиг. Нет. А вот я вам про что говорила. Вот я про что говорила. Верни баллы ему. А как возвращать, я не знаю. Так, давайте заново тогда. Все, я не ругаюсь 10 минут. Давайте заново засекаем. Спать хочу. Да, кстати, пора бы уже. Где задание? А, туда что ли, назад ехать? Выходим. Почему выходим? Как повернуться? А.
Ой. Ой-ой-ой, извините. Надо наверх, оказывается. А как туда наверх попасть? Все на выход. Есть. Хочешь забраться в самую глушь? Что может быть лучше нетронутой природы? Ну, я думала, будет жестко. Тут в первый раз я очень сильно испугалась. Я просто не ожидала этого. Я не думала, что эти демоны вылезают. Так, как залезть-то? Наверное, надо было... все, я поняла. Типа отсюда начинаем и бежим потом поверху. Вот так-то. Нормально. Так, перерыв. О, блин. А эти штуки вообще 15 уровень, прикиньте. Зачем я сюда? Ой, нет, это плохая идея. Нет, это плохая идея. Они 15 уровня. Нет, 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 нет. Бежим. Ливаем, ливаем. Нет, 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 все. Ну все, уже почти утро. В принципе, мы можем... Отличная краска выйдет. Успеть выполнить задание. Смотрите по сторонам. О, Д. Оценка Д. О, боги! Ой! Мы что, должны еще и подойти к ней? Потише, разбудите. What the hell? Ой, прыгать не может. Тихо, 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 тихо. Машина внизу. Да, не маленькая птичка. Стелс. Какого на уровне, интересно, эта птичка? Что за озвучка? Жесть. Улетел. Мы остались живы. С трудом. Я уж было думал, нам конец. Я думала, с ней драться надо будет. И то верно. Чоко-бобы. Ну все, вот и утро. Надо пойти спать. 5 утра как раз. Да, цвет изумительный. Ты так про каждую эту находку говоришь.
Так, вот здесь... А, вот оно. Ау. Да подбери. Ой. А, это наша машина. Я думала, какая-то машина... Блин, малыш. Я думала, какая-то машина это застряла из-за нас. Самые, знаете, это вот задание не ругаться. Это просто, короче, молчать. И тогда она выполнится, это задание. Так. А, к нему надо вернуться. Ну, давайте. Телепортнемся. Можно вот так быстро, но это стоит денег. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. У нас есть лекарства. У нас их очень много. Ну, у нас ультразелье 10 штук. Зелье, пух феникса. Это нормально, в принципе. Поспать бы надо. Они всю ночь не спали. Всю ночь же получается. Добро пожаловать! Как здорово, что не нужно никого убивать. Да, у меня доставка. Почему вообще закрыли порт? Уж простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула. Тот тип их всем на халяву раздавал. Наверное, набрал в Нифельхейме. Кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. На этот раз будем умнее и снимем номер в гостинице. Так. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил, я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, я не ожидал, что Дина найдет нам корабль. Получается, у него связи аж в имперском флоте. А как иначе он бы это проделал? Да уж, разносторонний парень. Может, к утру все наладится. Так, ладно, сейчас переночуем здесь. И отправимся на задание. Здравствуйте. Ой, В другой раз. денег не хватает. Ладно, давайте пойдемте тогда на улице. На улице будем спать. Там где-то был лагерь. Не лагерь, а трейлер где-то там был. А, вон он. Там можно поспать. Устал. Все,
Спать. Пора спать. Спать. Опять без звука. Ну, то есть без голосов. Почему-то всегда без голосов вот эти всякие. Эти шелест, то, как они шевелятся, всякого такого слышно. Так тупо сделано. Что они делают? Фоточки. Угу, наравне. Нормально. Что такое? Что такое? Блин, я фильтр забыла убрать. Вау. Вау. Дурацкий фильтр. Вся команда в сборе. Вот Все это мы. можно сохранить. Это что такое там светится? Загадочная фотка. Вау. Доброе утро. Привет. Весь день спали, да? Так. Ой. Дурацкий какой-то фильтр. Может, вот этот пускай будет фотоаппарат. Мы уже 7-й уровень. Ура! Все, бежим на задание. Ой. Ровно 500 очки здоровья. А что ты будешь делать, если очки разобьются? У меня еще одни есть. На всякий случай. У него всегда есть ответ. А если те разобьются, что будешь делать? Да, фигово. У меня доставка открывается. Вы готовы к отплытию? Если вы пойдете дальше, то вернуться в течение некоторого времени будет нельзя. Ну да. Уже? Корабль будет только завтра. Может, поищите ночлег? Да блин. Я только что была в ночлеге. Опять? Ай, если бы я знала, что за бред. Чё к чему? Найс фотка.
А, не успела почему. Oh no. Батя, нет. Привет. Привет. Где Игнис? Должен скоро вернуться. Чё? Ты чего? Это во всех газетах. Что? Что там? Инсомния пала? Что? Это шутка такая? Успокойся, и я все объясню, Нокт. Да я уже спокоен. Было нападение. Королевский город захвачен императорской армией. Пока в зале переговоров шли дебаты, в городе прогремели взрывы. Когда дым над цитаделью рассеялся, короля нашли мертвым. Нет, как же это? Мы не могли этого знать. Что? Знать что? Что переговоры были вчера. Что Но инсомния... как же свадьба, как же Альтисия? Таков был план. Но все газеты пишут одно и то же. Не могут же все они ошибаться. Я не верю. Если бы только мы... Что еще мы знаем? Нужно убедиться, увидеть все своими глазами. То есть вернуться в инсомнию? А что, если там опасно? А если здесь опасно? Ну что? Едем. Что быстро так. Дожидаясь корабля в Альтисию, друзья узнают ошеломляющую новость. Инсомния пала, когда Регис мертв. Об этом пишут на первых полосах всех газет. Но неужели это в самом деле правда? 4 друзей решают убедиться лично и отправляются в обратный путь. Поженились, называется. Все пошло как обычно. По одному месту. Да, малыш. Кусается. Теперь свои эти коки облизывает. Опять на весь стол. Разлегся. Ура! Можно материться. Ой, жопа, да? Ой, какой тяжелый стал. Так, на счет 3. 1, 2, 3. Надеюсь, все живы.
Водичка. Надежда тут не поможет. Не Чё? теряй веру. А что? Вера может остановить имперские дредноуты? Погоди-ка. Китя. Пойду за водичкой. Игровое время уже 2 часа. 2 часа уже играем. Пипец. Успокойся. Отец верил со страшной силой. Вася. Империя обманула нас. Нас предали. Домыслы нам не помогут. Но правду мы выясним. Везде один обман. Вот как это перемирие. О. Что, они не видят, что ли? А, увидели. Смотрите, вот это махина. Имперские дредноуты. Они перевозят солдат. В частности, магитехпехоту. Роботов? Если точнее, антропоморфное оружие массового производства. Не похоже на подписание мирного договора. Там, кстати, роботы такие прикольные, похожи на этих, на самураев японских. Там, впереди! Они установили пункт досмотра. Если проезд закрыт, найдем обход. Что-то как-то... Это нормально вообще? Какая-то там глава. А, первая только что ли? В первой главе так было? Я что-то не помню. Я надеюсь, там не надо... Ой, блядь! Сделаем крюк. Впереди есть Лучше шаверма в руке, чем журавль в небе. Аноним, спасибо за 180 рублей. Шаверма в руке. Как давно не было этих звуков доната. наблюдательная позиция. Испугалась так. Еще громко так, капец просто. Спасибо. Ой. Я надеюсь, сейчас не надо будет драться.
Потому что у нас уровень маленький. Но это вроде только первая глава, кстати. Но мы еще вроде вернемся. Я что-то не помню, что такое было. Хочешь убрать их отсюда? Да, этот металлолом еще пожалеет, что у них нет мирного договора. Ай, блин, ну я ж только что сказала. Хотя они тоже... Нравится, нравится. Соси, моя красавица. Теперь музыка слишком громкая. Ау, ау, ау. Ау, ау. Ау, ау, ау. Ну ты чё? А, я сейчас сдохну. В принципе, они 3-го уровня, нормально. Так, стазис надо накопить. Копим стазис. Все. Откуда же они лезут? А представь, каково там внутри. Надо поискать обзорный пункт. Какой-нибудь холм. Ой, зачем телепортируешься? А, ну, в принципе, да, это еще первая глава, поэтому нормально. В принципе, они не такого большого уровня, поэтому нормально. Сейчас накопим опыта. И пойдет. Оружие отмечено значком может быть улучшено. Вернитесь в молот и попросите Сида его усовершенствовать. Ага. Просто я уже это все забыла, хотя только недавно прошла. Ну, сейчас карта расшириться должна. Что же касается переговоров о прекращении огня, то все договоренности отменены в свете последних событий. Также, после известия о смерти короля Региса, получены новости, что наследный принц Ноктис и оракул леди Лунафрея также объявлены погибшими. Оставь. Как же... Не надо. Подними телефон. Алло. Кора, это я. Значит, ты жив. Что тут происходит? Где ты?
Я не в городе. Вернуться не могу. Логично. Логично? Ты серьезно? Что тут может быть логичного? Отец. Ну да, Луна, кайфую. в новостях говорят об их смерти. И о моей тоже. Слушай, я отправляюсь в Молот. Что? Насчет твоего отца. Это правда. Ну, чем дальше, тем этот... Если хочешь узнать всю правду, Все мрачнее и мрачнее. действуй. Вот отец помер. Уже как не очень. Дождик. Так что он сказал? Ничего себе, текстурки черепа на его Что он будет в куртке. Молоте. А король? А король? Ты будущий король, Ноктис. Все уже. Не успел побыть нормально принцем, а уже король. Ну ладно. Ура, получилось. Ура! Глава 2. Назад пути нет. Столица королевства пала, надежды на мир рухнули, и все это за одну ночь. Друзья отправляются обратно в Молот, чтобы выяснить, что же все-таки случилось. Потанцевал с бубном и сжал репак. Там малыш ушел. Это была только первая глава. Спасибо. Кстати, кресло Блади Норм тоже себе присмотрел. Ну да, это такой более бюджетный вариант для первоначального этого этапа Норм. А так я мечтаю там когда-нибудь в будущем. Хочу кресло Asus. Но только не хочу кожаное. У меня, кстати, сиденье и спинка у меня эти тканевые, чтобы ничего не вспрело, не вспотело. Я просто сидел в крутых креслах, скажу так, там дерьмо дерьмом. А, да? А в Асусе, на Асусе как? Нормально? Не сидел? Бюджетный это Ардер. А я думала, это Блади бюджетное. Ну, оно стоило 13 тысяч. Красотка Лунафрея. Но я не хочу кожаное, потому что от него жопа И так на играх сидишь, горишь, еще и жопа будет Тканевые легко чистить и не теряют внешний вид. За кожей надо следить, чтобы не испортилась. Да еще кожа я же говорю, преет, все потеет. Прилипает, наверное, еще все. Особенно если там в шортах сидишь. В трусах там. Сила королей. Вряд ли Королевская гвардия еще действует. Я бы на это не рассчитывал. Маршал же здесь. Интересно, как там в городе? Скоро об этом сообщат. Да, такое событие без внимания не останется. А как же мы? Нам-то что делать? Сейчас отправимся в Молот, об остальном подумаем позже. Получил сообщение от сестры. А так вообще, почему я взяла этот Блади? Потому что у меня мышка была Блади, первая моя мышка. И я потом подумала, ну пусть все тогда будет Блади. В принципе, Блади нормальная, наверное, фирма. Вот, и потом я приобрела себе клавиатуру. Вот у меня вот тут вот сейчас клавиатура Блади. Коврик у меня Блади. Но мышку я поменяла на Asus. Потому что та мышка, она что-то с ума сходить начала.
Ну, она еще старенькая. Вот, и я себе потом приобрела Asus мышку. Мышка стоит почти как кресло, блин. Жесть просто. Наверное, не пользуюсь игровыми креслами. Они мне кажутся неудобными и некрасивыми одновременно. Но согласен, что Блади топ в плане периферии. У меня мышь X5 Pro новая, которая жуть, она крутая. У меня тоже, кстати, мышка Блади. О, прикольно. Вообще лучше мышь брать Razer, последнюю, или же Dark Project. Razer, говорят, говно же. У меня Razer, кстати, наушники, но они мне что-то стали давить в последнее время, и я приобрела эти обычные Apple'овские, и нормально, не жалуюсь. Мне, в принципе, дорогие всякие, навороченные не нужны. Говно в плане клавы? Ну, наверное. Я хочу потом клавиатуру Asus. Мне, короче, Asus нравится. Мне все нравится, вот, Asus'ская. У Ирис все в порядке. Но всем остальным... Про Dark Project согласен. В особенности клавиатуры. А Razer действительно, по всеобщему мнению, говно. Чисто, короче, прорекламированы. Они слишком прорекламированные, поэтому их все время там покупают. Но очень много этих негативных отзывов постоянно. Что типа быстро ломается и все такое. Есть только один путь вперед. Но у меня с наушниками, вот, например, все нормально. И они мне служат хорошо. Я, конечно, сейчас ими не пользуюсь, но, в принципе, это ничего такого. Микрофон тоже, там все нормально. Razer, вот, наушники. А кто-то говорит, вот, кто покупал эти розовые, там, розовый набор, там, кто покупал Razer, они у них всех, типа, там в наушниках какая-то херня и все такое. Типа переплата, да, за бренд. Вперед. Я про Razer знаю как раз в плане мышек недолговечный. Хотя про мыши Razer не знаю за последние 3 года. Ну вот говорят, что наушники не очень, которые вот с ушами, вот эти вот клавиатура, там говорят, мышка сама Походка вот не тоже. для поездок, это точно. Спасибо. Где Кор? Пошел по каким-то делам. Оставил дедуле сообщение для вас. Ага. Босс ни секунды не мог усидеть спокойно, когда узнал, что вы едете. А в мышах уже с завода дабл-клики и микрики говно. Я вообще не за бренд, не за это, а за качество. Но хочу, чтобы у меня было все Asus. Вообще сама себе противоречу еще. Сейчас-то еще тем более. Ну вот у меня мышка Asus нормально вообще. Конечно, ну нормально. Но у меня и та, в принципе, Bloody нормально была, но она что-то уже начала там вот так вот. Клавиатура тоже нормально. Bloody. Не жалуюсь. Мне еще главное, что она не слишком шумная. Типа я вот когда нажимаю, я не слышу, что я нажимаю. А то бывает же там так трыш-трыш-трыш-трыш звуки такие. И мышку, например, когда тоже мышка, в принципе, не так сильно шумит. Ну, я тем более в такие игры, например, там всякие КС я не играю, где там надо что-то там надо, чтобы прям четко все прям было так. Я бы брал всю периферию от нишевых брендов, клаву от Dark Project или Aku, мыши Xtrify или Lamzu. Только уши хз от кого. Ну, у меня уши, вот я говорю, Apple, все. Я
Мне не нужны там огромные какие-то эти. Потому что мне что-то неудобно стало вот в таких вот. Я бы себе Клаву Dark Project купила, но цены у них пиздец охуевшие, честно я скажу вам. Тут еще видите, кому как. Кому-то нравится, например, там рейзеры, у них там все норм с ними. Кому-то нравится ну, тот же самый вот, как его? Точнее, наоборот, не нравится вот X3 ты говоришь, говно. У меня Razer уши кракены уже лет 10 работают без перебоя. Вот у меня, да, вот тоже кракены черные. Старые партии топ-бро. Сейчас везде уверилась, типа модели, бюджетники. Такое говно, пиздец просто. Сейчас я покажу свои. Багажу. А у Asus есть игровые затычки, они топовые. Кстати, вот мой старый ноутбук. А вот мои наушники. Вот. С краками проблемы в качестве звучания. Запрашиваем деньги, но 10 лет назад и не было выбора особо. Твич сломался? Как? Ну хорошо, ты можешь и там, и тут сидеть. У тебя так лампа в комнате? Спасибо. Старалась. Старалась сделать, чтобы все было так уютно. Клава Razer уже тоже 10 лет отслужила, но решил перейти на механику. Решил взять бюджетную Red Square. Ну, я тоже вот все вот это взяла. И пусть будет, пока не того. Пока не того это самое. Не помрут. Распаковка наушников. Вот они. Ну, Деркью, ты, наверное, помнишь, да? Ты, наверное, видел меня, мои первые стримы в этих наушниках. Тут еще микрофон есть, но он никуда его не спрятать никак. Но микрофон, кстати, прикольный, работающий. Вот, все. Ну, нормальные, в принципе. Тут ничего не подсвечивается, только, конечно. Есть, которые подсвечиваются еще. 12 лет назад я себе купила Logitech G35. По звуку мне понравилось намного больше кракенов тогда. Но вот по долговечности даже 5 лет они не прожили. Кейрокс крутая. Тупо трансляция на Твиче не грузится. Странно. У меня все нормально вроде. У меня фирма наушников Свен. А у меня эти колонки Свен. А вот мышь Razer Anansi умерла через лет 5. Решил потом Logitech взять. Logitech, кстати, нормальная тоже фирма. У меня камера Logitech. Короче, Logitech охуели, поняли, что 102 тип хайп, и потом делать начали по той же цене, но материалы хуже. Ой, блин, чуть не вырвал. Но мне в них уже неудобно, у меня потом уши начинают болеть. А так я еще их надела, и у меня прям такая сразу заглушка. Я как будто в каком-то вакууме сейчас нахожусь.
Стоп, путаю. Ананси это Клава, мышь. Таиланд была. Ну вот они у меня лежат, и все, я не знаю, что с ними делать. Может, продать их? Короче, вот, Kraken X Lite. Вот такие вот. Продай или разыграй. Плюсую Darkview с топовыми мышками в Logitech. Также удешевление. Logitech. Также удешевление материалов. Удешевление. Разыграть. Ладно, все. Я называю Logitech, а вы называете Logitech. Ну ладно, кто как называет. Блин, малыш, отойди. 4 раза менял, 4 раза брак. Все, как начинаю что-то распаковывать, вот это все и начинается. Кому подарить? Ой, продать. Отправлю куда угодно. Моя мама недавно купила эти наушники. Знаете, какие? Фирма какая? Beats. Я бы подарил кому-нибудь. БУ технику задорого не продашь. Возни и нервотрепки будет много, пипец. Да кому вы меня подарить? У меня нет друзей этих, кто в игры играет. Поэтому я пошла стримить, чтобы найти своих единомышленников. У меня реально нету друзей, знакомых, кто играет в игры. Все в основном уже детей родили и замуж вышли. А я вот сижу, пержу. Ну вот, так вот я вам все показали. Все вы посмотрели. Все. Поехали. 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 Что там, не хотите до рулетки догнать? Так, надо... пока что ничего не расширяется. Карта еще пока не расширилась, оказывается. Ну ладно. О! Побочное задание. Опа. Опа. А можно я побочное задание сделаю? Пух Феникса. Найс. Кристаллы Королевское кольцо. Вот зачем они охотились. Мирные переговоры были просто предлогом. Моего отца одурачили. Вовсе нет. Король Регис не вчера родился. Оставленный ДР будет ведь стрим. Люцис Да. проигрывал войну, и твой старик сделал Завтра, всё, что короче, мог. постараюсь взять себя в руки, встать пораньше и запилить продолжение этого Resident 4. И потом уже на стриме будем проходить
Резидент 4. Завтра постараюсь записать видео, оденусь снова Адой и буду сидеть пердеть. Вот. Он все это предвидел заранее. И сдаваться без драки не захотел. И на стриме тоже, наверное, Адой буду. Но в конце концов, этого просто оказалось недостаточно. Если что-то нужно, обращайся к Кору. Я даже не помню, когда видел реки в последний раз. Это было так давно. Ух, эти фотки анимешные. Ай. Так. Поговорите с Сидом в гараже. Опять? Ой. Я хочу на побочное задание, чтобы прокачаться. Ну ладно. Я надеюсь, мы сейчас не будем драться со стариком. А чё, а где? Кор оставил сообщение. Он будет ждать тебя в усыпальнице. Это к северо-западу отсюда. Недалеко от форпоста. В первую очередь поезжай к нему. Так, ага. Опа. Что за задание? Интересная тут у вас игрушечка. Вот это? Это мы нашли, когда разобрались с имперцами. Надо же, инсомнийское производство. Если хотите, я могу его улучшить, добавить прыки. И как же? Прокачаю для вас. Прокачаешь? Мне сейчас заняться нечем. В гараже Синди командует. Найдете нужные детали, и я вам все сделаю. Лол. А я, когда проходила, я этого не заметила. Так, пойдем-ка, знаешь, куда сейчас? Во-первых, мы пойдем сейчас спать, потому что отправляться в такую... Чем могу помочь? Техобслуживание. Модификация. Что будем заказывать? Какой цвет покрасить? Белая, темно-синяя. Выбирай цвет. А как насчет обивки салона? О. Ворона черный. Черное сиденье и ворона черная внутренняя отделка для регалий. Изумрудно-зеленый. Красное вино. По ходу игры у ГГ будут отношения с девочками. Хотя, подожди, у меня здесь невеста. Да, он вообще бесит меня. Он такой дурак. Он всю игру будет такой весь холодный, типа, вот Луна Фрея, она же типа к тебе так не безразлична. Она тебя вроде как любит даже. А он такой, да, это все херня. Ну, он так реагирует, так типа, а мне что с того? И что? А потом в конце узнаете, что будет. Темно-розовый. Клюква со сливками. Золотистая орхидея. Вау! Может, золотистую орхидею? Вау, какой красивый цвет. Золотистая сирень. Вау! Я как тот мужик из мема. Вау! А с Диски. колесами что делаем?
Золотой металлик. Не, слишком как-то это... Не очень, короче. Медный прикольный. У нас тут Need for Speed уже какой-то начинается, да? Серебристый, может быть. Смотри, вот что я могу сделать. Золотой чокобу. Вау, Синдимобиль. Можно было бы вот эту, но опять эту наклейку. Я в прошлый раз эту наклейку делала. Не, мне нравится вот такая. Какой цвет покрасить? Что за слоновая кость? Я Выбирай цвет. Я чуть не вижу разницы. Ой, Ну как? Я надраю ее до блеска. надраешь? Ну ладно. Вау, Ну как, нравится? Все как заказывали. красавица. Да. Найс. Все, спать. Там еще колеса можно будет поставить, но я, наверное, не буду ставить на этот раз. Потому что там как-то тупо получилось. Пора спать. Да, надо спать. Ух ты. Мастер Сид. А там что-то за разницы я вообще не заметила. Темно-синий или слоновое, что-то там вообще не было видно. Чё к чему. Не, не хочу золотой. Вот это может сохранить. Не видно нифига. Днем надо было все это делать. Ну, вот эта фотка прикольная. Алло? О, я уж думал, никогда не дозвонюсь. Рад слышать твой голос, принц. Узнал? Это Дина. Да, ювелир. Верно. И приотличный. Знаете, я волновался за вас, парни. Может, загляните в Галдин, пообщаемся? Мы подумаем. Трубку бросил. Так. Я хочу к побочному заданию. Я не хочу пока эти делать задания. Надо прокачаться на этих. Так. Чё, какую песню хотите? Место задания. Так, ага. Ну там что ли? Блин. Ёлки-палки. Ну ладно, тогда. Ой. Блин, и все. Видите, я попила воды и сразу этот обмен веществ.
Ладно, будем слушать игровую музыку. Хотя, что там слушать? Нам же недалеко, в принципе. Сейчас мы вот эту сделаем. Там. Что тут надо? Принести ему что надо было? Отлично. Подождите Ага. теперь. Я работать буду. А, да? А, ну. Со всей скромностью замечу, все получилось отлично. Впервые вижу такую штуку. Принесите мне детали, а об остальном я позабочусь. Сид талантливый механик, он занимается улучшением механизмов и умеет полностью раскрыть их потенциал. Если Ноктис раздобудет ржавую деталь, Сид улучшит моторный клинок. Хотите что-то улучшить? Это запросто. Усы Керла. Чё? Инсомнийское оружие сделано без расчета на улучшение. Ну, по крайней мере, внутри. Надо работать с тем, что снаружи. Немножко пошаманить и... Снимите оружие, которое... Все. Я не читаю. Так. Так, меч Сара пока. Бронзовый. А, вот это сильнее же. Ой. Что за Рагнарёк? Как у вас дела? Принимаю с благодарностью. Остальное предоставьте мне. Опробуй пушку в деле. Обалдеешь. Не робей, парень. Хотите что-то улучшить? Это запросто. Стеклянный самоцвет. Что, росла? Если у вас что-то с машиной? Ох, Ой. А, все, да? А чё он такой слабенький? Ладно, тут возьму меч Сары. Всё. Так, а что у нас там по заданию? Что надо принести? А, усы Керла, стеклянный самоцвет. Ага. Где это искать? Так, ладно. Пойдем к этому.
Все, можно расслабиться. Они уже перекрыли весь город. Как думаешь, что сейчас там творится? Я не знаю. Так же, как и ты. Ну, когда-нибудь сами увидим. Точно. Это просто вопрос времени. Даже не верится, что кристалл украли. Эти ублюдки отняли все. А мы все вернем. До этого еще далеко. Ну-ка, стой. Так, погоди-ка. Ног, сверху! Блин. Что это? Угу, опять. Ну, в принципе, можно подраться. Ой, тут можно подраться. Какого уровня? 5-го, нормально. А что, вы безобидные, что ли? А, да? А, безобидные лошадки, оказывается. Ну ладно, трогать не буду тогда. Хотя можно было бы. Мясо, типа там, все дела. Так, ладно, можно этих роботов побить. Вот специально как будто бы встали, а? Только этого не хватало. Открой глаза, закрой рот. Иди вперед, я за тобой. Хороший план. Ау. 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 Это переходит все границы. Рука дрогнула. О, мастерство А. Немного задержалась. Нормально. Получше немножко стало. Ой. Сейчас этот Дина нас будет во всякие разные эти. Над нами имперцы! Спасибо. Опять? Ладно, что-нибудь включу, а то сейчас будем ехать миллион лет. Так.
Ой. Ой-ой-ой. Все. Проехали. Что вы удерживаете? Какой альбом? Лучший обед в моей жизни. Добро пожаловать. Он тут всегда стоит на солнце. Еще лысый, как он так не перегревается. Как же вкусно. Принц собственной персоной. Отлично выглядишь. Ну да. Прости насчет корабля. Я подергал за ниточки, но после фиаско в цитадели никто ничего не может сделать. Ничего. Вот и хорошо. Знаешь, одним репортерством на жизнь не заработаешь. Так что я вовсю работаю на стороне. О, Ага. Так что, время есть? а что? А то, что мне нужна твоя помощь. Принеси руды, а я дам тебе украшения. Как в прошлый раз. Все будет тип-топ. Так. Надо будет сначала все эти побочные задания сделать, а потом Должно уже... быть, устали от этой беготни. Может, порадуйте себя массажем перед тем, как идти дальше. Массажем.
Кажется, под его тревогой о нас скрывается забота о собственной выгоде. А мы и повелись. Чести не на грош, а ложью за версту несет. А я не прочь помочь ему, если только нам не грозит опасность. Да блин. Хотите массаж? Прошу, сюда. Массаж. Что, прям на одежде, что ли? Так, ой, задание. Угу. Аж дух захватывает. Так, куда продолжить-то? А, туда сейчас поедет. Да. О, нет. Бензин кончается.
Чисто мужская песня. Запомни, где мы запарковались. Так. Думаю, это то самое место. Да, осталось только камушек найти. Мгм. Ой, а где он был? А, нет. Блин, опять летят. А, уже улетели. Прилетели или улетели? Ух ты, исчезла. Не будем себя выдавать. Еще эти прилетели, блин. Ну, капец. Ой. Ну, найс. Поводов для беспокойства нет. Ладьева! Пробка! Сокруши всех врагов. Меня прикроешь? Как всегда. Ауч. Игнис! Ничего не вижу. Здесь торчать нет смысла. Согласен. Я вижу еду. Ой-яй. Лейденский картофель. Да блин, ты что делаешь? Только этого не хватало. Ладно, давайте пойдем. Империя прислала подкрепление. Вперед. Ага. Так, где-то здесь должны быть камушки. Да вы заколебали. Они все прут и прут. А, вот они.
Ну что ж, пора отдать им товар. А я, кстати, тоже аметист. Че, подеремся? Серьезно? Опять? Не сидится нам на месте. Бей оттуда, где тебя не видят. Я знаю. Тебе! Еще и волки. А я, это что? Что делает со мной? Спасите. Первый раз такое. Что ты была? Блин, капец их, дохренище. Ой. Лагает все. Лагает. Что жесть. Все висело на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Уф. Какие-то еще сцены сохраняет этот GeForce. Магитех двигатель. Совсем Да близко. блин, заколебали. Хватит. Я устал. Бесконечное какое-то это. О, там еще и робот какой-то огромный. Да ну нафиг. Полагаю, уже пора подумать о том, где вас поддержу. Эй, послушай, но! Да. Я очень-очень устал. Может, нам пора отправиться в гостиницу? С тобой спорить бесполезно. Красота! Максим! И то верно. Ну ладно. Не послушали Максим. Да блин, малыш. Это не я нажимаю. Так, да, пойдем. Где оно было? Ой. Вот же. Если нужна комната, обращайтесь.
Как вот так можно играть, а? Я потом отправлю в Телеграм. Пора спать. Ага. Ага. О, боже мой. Угу. Угу. Эх. 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 Что-то мне неинтересно. Фотосессия. Ну, вот это что такое? Это что такое? Эх. Мне еще ограниченное количество фотографий сохранить можно, только 200 штук. Так, что там надо было? А, точно. Я уже забыл. Заправиться забыли. Ладно, надеюсь, хватит бензина. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас. Окей, хорошо. До встречи. Это будет послезавтра. Что за песня? Нокт, у нас бензин на исходе. Может, заедем на заправку? Это точно. Ха, очень мило с твоей стороны. Ну мы же почти доехали. Я надеюсь, мы успеем доехать. Не подохнем. Тоже, наверное, буду заканчивать. А то уже что-то смотрю, все расходятся. Все устали, наверное. Ну, я сама тоже так немножко.
Завтра видео выложу, скорее всего. И послезавтра будем Resident 4 играть. Завтра на работу. Нормально. Добро пожаловать. Ну тебе хотя бы там не надо в 5-6 утра, наверное, вставать. Тут некоторые вообще с 7 утра работают, что ли. А то уже поздно. Сейчас это сделаем, короче, задание, и все, и будем завязывать. Завязывать. Заканчивать. Ага, вам удалось вернуться. Ну и как все прошло? Ну так. Отлично! Тебе и есть чем гордиться, принц. Ваши камушки могут спасти немало жизней. Ты о чем? Ну, все знают, что ночью лучше не высовываться из дома. Но у некоторых просто нет выбора, правда? Ну да. И в таком случае мои украшения дают им шанс. Так что, может, испытаешь их сам? Я все-таки человек слова. Вот, держи. Буду рад снова сотрудничать с вами, господа. Деньги-то дал? Дашь? Аметистовый браслет. Отлично раскапываешь интересности, принц. В журналистике ты достиг бы больших высот. Да, в отличие от некоторых. О-хо-хо, туше! Слушай, мне нужна помощь. Суть в том, что для обывателей это дело слишком опасное, а для вас расплюнуть, а уж я заплачу. Сногсшибательные камни. Ну ладно, все. Будем сохраняться. Где оно? Вот оно. Так, все. Ой, прикольно сегодня посидели, послушали музычку. На скорый день рождения 180 рублей. Ура! Ну что ж, увидимся с вами завтра. А, возможно, послезавтра. Посмотрим. Завтра планирую записывать видео. Вот. Поэтому всем спасибо за стрим. Всем спокойной ночи, сладких снов. Спасибо, что были сегодня со мной. Вот такая вот игра. Моя любимая. Вот такая вот часть. Немножко, наверное, может быть, вам показалась она скучноватой, наверное. Но я думаю, это не так. Надеюсь. Вот. Пожалуйста. Спасибо, что были сегодня. Вот. Все. Всех обнимаю, всех целую. Все. Пока-пока. А я буду, наверное, спать. Наверное. А может и не буду. Шучу. Ладно, все, пока-пока.